Ух, что будет. Всем привет! Сегодня у нас достаточно неожиданное путешествие на поезде. И кто бы мог подумать, что это будет путешествие на поезде по Европе, на спальном поезде. Я, честно говоря, ни разу еще пока не ездил на спальных поездах по Европе. На скоростных ездил много, на сидячих, на всяких, но ни разу не было опыта езды на полноценных, честных спальных поездах, как в России. Сегодня мне предстоит путь достаточно долгий, 12 часов, из Берлина в Цюрих. Так намного лучше. Кажется, поезд поворачивает, и стабилизатор куда-то наклоняется. Ну, уж как есть. На первый взгляд, вся эта идея может звучать совершенно безумно. Зачем ехать на поезде 12 часов из Берлина в Цюрих, если можно за 1,5 часа долететь на самолете? Как говорят классики, если хорошо задуматься, то в моей фразе есть много логики. Учитывая, что мне нужно оказаться в Цюрихе достаточно рано, в районе 9 утра, единственный вариант — это самолеты в 6-6:30 утра из Берлина. Для того, чтобы попасть на самолет в 6 утра из Берлина, нужно примерно в 4 с копейками оказаться в аэропорту. Для этого нужно в районе 3 часов ночи встать и выехать из дома. И получается, что условно ты поспишь 3-4 часа, поскольку лечь рано не всегда удается. И проведешь все равно в итоге там порядка 6 часов в дороге. Тут ты выходишь из дома, доезжаешь за 20 минут до Хаубанхоф в Берлине, плюс там 10 минут на то, чтобы дойти до платформы, садишься в поезд и едешь, а потом вылезаешь в центре Цюриха. По крайней мере, таков план. Насколько все будет именно так, посмотрим. Прежде чем мы перейдем к осмотру купе и разберемся вообще с тем, что здесь к чему и зачем и сколько это все стоит, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, поделиться комментарием и обязательно загляните в мой телеграм-канал. Вот здесь будет ссылочка на него. Где-то там кондуктор, скоро он ко мне придет. Ну, собственно, вот так выглядит коридор. Все полноценное купе. Конкретно мое купе предполагает, что тут есть аж 3 места, но у меня двухместное размещение. Пока что мой сосед не пришел, и, возможно, его не будет. Тут вполне себе честная кровать со всеми делами, с постельным бельем, с приветственной бутылочкой вина, с водичкой и стаканчиком, с завтраками, конечно же. А есть еще ресторан, где можно тоже что-то поесть, теоретически. Вот такой вот welcome package, там тапочки, полотенчики и прочие всякие дела. Но прям совсем в деталях все я покажу на своем другом канале, на втором, где я выпускаю тихие видео, без комментариев, без музыки, без всего. Там можно будет посмотреть в деталях вообще все про это путешествие. Обязательно на тот канал подпишитесь. Пока продолжим. Собственно, у нас двухместное размещение. Вот там теоретически будет кто-то еще спать, может пристегнуться ремнями. Есть полка для багажа. К сожалению, мой пузатый чемодан под мою кровать не влезает, поэтому придется пока его поселить здесь. Есть вот такая дверка в соседнее купе, она сейчас закрыта. Ну и из приятного тут есть полноценный умывальник. То есть у вас прямо в купе все, водичка. Теоретически, наверное, даже можно голову помыть, если ее сюда как-то запихнуть. Но вот пока что все это выглядит достаточно многообещающе. Есть еще финансовая составляющая вопроса. Билет на самолет в нужное мне время с багажом стоит 204 евро в одну сторону. Вот такой билет на поезд с завтраками, с спальным местом, со всеми делами. Невозвратный, то есть это самый простой тариф из тарифов в купе. Он стоит 194 евро. То есть, в принципе, получается и даже чуть-чуть дешевле, чем самолет. Пока что ждем проводника, который будет смотреть билеты, а дальше посмотрим, что еще тут к чему. Я честно собирался лечь спать, но потом понял, что я очень голоден, и мне нужно что-то поесть на ночь. Я заказал гуляш. Мне его принесли. Я сначала не понимал, где его есть, но потом проводник магическим образом достал откуда-то стол и приделал его. Всего 4,90. И вот уже утро следующего дня, и удивительным образом мы все еще не в Швейцарии. Что же пошло не так? Давайте попробуем разобраться. Как уже сказал, начало было многообещающим. Во-первых, это австрийский поезд. Они все-таки реже опаздывают, чем Deutsche Bahn. Но Deutsche Bahn тут все-таки поучаствовал. И у этого поезда достаточно интересное расписание, потому что он приезжает в Лейпциг через там где-то 1,5 часа после выезда из Берлина и стоит там где-то 1:40. Что они там делают, я не знаю. Может быть, меняют локомотивы там или еще что-то. Или просто ждут, пока их все нагонят. Но суть в том, что до Лейпцига в поезд можно садиться. И Лейпциг — это последняя станция, где в него можно сесть. Дальше на всех станциях из него можно только высаживаться. Но вот сейчас, например, мы приехали в Фрайбург, насколько я понимаю. Да, это должен быть Фрайбург. И тут можно только выйти. Несравненно плюсом того, что в Лейпциге был последний пункт, когда кто-то может сесть, это было для меня возможностью узнать, будет ли у меня сосед. Ну и после получаса ожидания стало понятно, что соседа не будет. То есть, по крайней мере, я ехал один. Собственно, я лег спать, какое-то время подремал, потом решил изучить все-таки расписание и понял, что вот, да, поезд там стоит очень долго, 1,5 часа. Ну, я продолжил спать, заткнул уши берушами, потому что соседи очень много говорили. И потом проснулся где-то через полчаса после того, как поезд должен был уехать из Лейпцига, и обнаружил, что вид из окна все еще тот же самый. В общем, поезд выехал из Лейпцига где-то на час позже. И, судя по всему, в Цюрих мы приедем примерно на
45 минут позже. То есть он что-то там наверстал по дороге, но где-то еще тоже что-то потерял, потому что он едет не в своем расписании, он должен всем уступать. Ну, в общем, стандартная тема с поездами в Германии. Но все было комфортно. Опять же, поскольку у меня не было тут никаких других соседов, я взял дополнительную подушку, потому что стандартная подушка очень низкая. Она прям вот какая-то очень тонкая. И было все-таки поудобнее лежать, но в целом, по крайней мере, поспал. То есть то, ради чего брался спальный поезд, чтобы поспать чуть больше, чем 3 часа перед выездом в аэропорт, в целом сработало, потому что я где-то там в районе 7 часов очнулся, ну, то есть суммарно 6-7 часов я поспал. Завтрак, как говорится, ничего фэнси, то есть ты выбираешь там несколько пунктов, соответственно, тебе там хлебушек приносят, если ты его выберешь. Чаечек я взял, сок, какое-то там вот масло, хлебушек, сыр и какой-то паштет. Какие еще в целом есть тонкости? На EasyJet, вот эти ночные поезда, они оперируют с австрийской компанией ÖBB. Соответственно, вы билеты тоже в конечном итоге покупаете у них. То есть даже если вы будете их там искать на сайте Deutsche Bahn или в приложении DB Navigator, в конечном итоге вы окажетесь для покупки у ÖBB. И, соответственно, билеты к вам придут только на почту, вы их у себя в DB Navigator не увидите. И у EasyJet'ов есть 2 поколения. Буквально, не так давно, год, по-моему, назад, они запустили новое поколение поездов, очень модные, красивые, там, с кабинами такими для сна, все, как говорится, модно, стильно, молодежно. Но эти новые поезда и новые вагоны пока что не на всех направлениях ходят. Я так понимаю, что там даже не 2, а 3 поколения есть. В общем, суть в том, что конкретно мой вагон, он один из самых старых, тут, например, даже Wi-Fi нет. Вагон, который сидячий, чуть дальше, он более новый. И, соответственно, там у них, например, есть Wi-Fi. Но в целом все было максимально комфортно, то есть это действительно очень приятный способ путешествия. Я не понимаю, как можно 12 часов высидеть в креслах, просто в сидячих, и потом никакой будешь. Тут хоть ты нормально лег на кровать, укрылся одеялком и поспал. Вот прям все по-честному. Ну и по стоимости, да, как уже сказал, обошлось это все дело в 194 евро за конкретно вот мой билет. Есть куда более дорогие варианты, есть там билеты за 500 евро, когда ты в одинарном размещении едет. Я не вижу смысла отдавать такие деньги, даже 194 евро, в принципе, это не маленькие деньги, а 500 евро и подавно. Ну и в целом вагон был достаточно полупустой. Например, соседнее купе со мной вообще свободно, в ту сторону купе, там вот 2 девушки едут, ну и там еще несколько человек, где-то по одному, по 2 человека едет. В целом тест такого способа перемещения считаю успешным, он определенно имеет право на жизнь. Не забудьте заглянуть в мою телегу, где-то здесь, и не забудьте подписаться на мой второй канал с тихими видео. Ну и, конечно же, делитесь в комментариях своими мыслями на тему такого варианта перемещения. Вообще, ездили вы на EasyJet'ах, как они вам? И задавайте какие-то вопросы, если что-то забыл рассказать, попробую ответить в комментариях. Спасибо, что были сегодня со мной. Безопасных и интересных вам путешествий. Удачи. Пока. А я буду есть, наконец. Возможно.